Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, на сайте Бюро консульских дел США вышел мартовский визовый бюллетень, в котором есть данные для победителей DV 2022 на апрель месяц. В этом коротком видео мы быстро посмотрим на цифры и сравним их с предыдущим месяцем, чтобы понимать, как обстоят дела. Кстати, ссылку на визовый бюллетень для самостоятельного ознакомления я оставлю в нашем телеграм-канале. Итак, вот бюллетень, и как видим, цифры следующие. Африка 50 тысяч, кроме Египта, с карантом 12 500. Азия 17 тысяч, кроме Ирана и Непала, у которых свои цифры. И, наконец, Европа 27 тысяч. И да, ошибки тут никакой нет, цифры именно такие. Но выглядит все это очень странно, особенно если сравнивать с прошлым месяцем, да и в принципе сопоставлять с текущим положением дел, когда проблема очень сильного отставания от графика до сих пор не решена. Ведь не считая исключения, приглашение на собеседование получили еще даже далеко не все, чей номер едва ли превышает 5-7 тысяч, а то и меньше. Что все это значит? Сказать сложно. Такие цифры в бюллетенях 2018 и 2019 года появлялись только в июне-июле, и, как вы помните, до 2020 проблем с задержками интервью не было. Здесь же, как я и сказала, проблем выше крыши. Они поднимают планку номеров до неба, видимо, планируя уже в майском бюллетене сделать карен для всех, чтобы все стало еще более запутанным и менее контролируемым. Другой причины лично мы не видим, но это только наше субъективное мнение. Кроме того, государственные ответчики обещают наконец-то закончить в апреле перенастройку системы, чтобы начать выдавать визы из резерва. И по их же словам, это еще больше нагрузит посольство и KCC, тем самым уменьшив количество проводимых собеседований для DV 2022. Но это наглая ложь, ведь количество зарезервированных виз – это капля в море. И на практике уже было показано, что даже всего за 2 недели при еще законно действующих прокламациях и действительно удручающей ситуации с карантинными ограничениями они способны были выдать более 7 тысяч виз. А здесь нужно было разбить выдачу всего 9 тысяч виз почти на год. И если бы они не тянули до последнего, получилось бы менее чем по 1000 виз в месяц, в то время, когда при необходимости они могут выдать 7 тысяч за 2 недели, то есть во много раз больше. Как по-вашему, нагрузит это посольство или нет? Короче, как видим, бюллетень, а точнее цифры в нем хорошие, но вот ждать от этого положительных моментов или нет, покажет время. Делитесь своим мнением в комментариях, ну а на сегодня все. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.